Четвертая неделя Великого Поста. От Марка, Святого Евангелия чтения. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Вон ми. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, но они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделаю с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли сгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его. И по убиении в третий день воскреснет. Здравствуйте! Сегодня четвертое воскресенье Великого Поста, и мы читаем в Евангелии рассказ об исцелении отрока бесноватого. Иисус исцеляет этого отрока, его положение крайне тяжелое. Вот как написано в Евангелии: нечистый дух схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, скрежещет зубами своими и цепенеет. Конечно, этот отчаянный отец, скорее всего, уже все перепробовал, то есть уже навещал, может быть, лучших врачей, просил о помощи и врачей, и целителей, и так далее. И среди прочих он обратился также к апостолам. И они пытались что-то делать, но не смогли. Апостолы спрашивают потом наедине Иисуса, почему они не смогли исцелить этого бедного мальчика, отрока. А Иисус отвечает так: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Итак, молитва и пост. Это главное наше оружие в борьбе с темными силами. Молиться означает общаться с Богом, жить во свете Его присутствия, то есть сделать так, чтобы Бог присутствовал всегда в нашей каждодневной жизни. Что бы мы делали бы с учетом того, что в этом рядом с нами участвует
сам Бог. А пост – это означает отказаться от всего, что нас делает рабами, от всего того, что нас связывает и не дает нам возможности двигаться в духовной жизни. Постом мы освобождаем пространство для Бога. А вот молитвой мы заполняем эту пустоту. По всей вероятности, вот почему Церковь нам предлагает это чтение во время Великого Поста, что, безусловно, в этой интенсивной борьбе с темными силами, а этим и является, такой борьбой является Великий пост, нам нужны как раз молитва и пост. А вот теперь, друзья, давайте подумаем об апостолах, которые вот не смогли помочь этому бедному отроку бесноватому. Они, если честно, производят, уж очень плохое впечатление. Я бы сказал, честно, что ужасное впечатление. Они ничего не смогли делать. Они вот уже достаточно давно ходили вместе с Господом по дорогам Палестины. Они бывали и в Галилее, и в Иудее. Они бывали и у язычников совсем недавно. И они видели, как Господь совершал всякие чудеса, всякие исцеления. Поэтому, наверное, чему-то научились. И, по крайней мере, думали, что научились. Что они вот увидели, как делает Господь. Почему же и нам не делать так же, как делает это Он? Тем более, что совсем недавно они были свидетелями удивительного чуда. Чуда преображения. Они были вместе с Ним на фаворе. По крайней мере, некоторые из них. Вот Петр, Иаков и Иоанна. И на фаворе видели славу Его. Поэтому они, конечно, не сомневаются, что раз они столько бывали с учителем, они могут делать то же самое, что делает Он. И они попробуют вот впервые делать такое чудо. К ним обращается этот отчаянный отец с болящим сыном. И они подумали, давайте не будем беспокоить учителя, попробуем сами. Но результат – это невероятный фиаско. Вот рассказывая нам этот эпизод настолько подробно, по-видимому, евангелист Марк хочет, чтобы мы поняли очень важную вещь. Вот апостоли попытались занять место Господа. А это вечное искушение, которое бывает, наверное, очень часто в церкви, очень много церковных людей. Как часто бывает, что батюшка с собой заменяет самого Господа. Как часто бывает, что в церкви мы думаем, что мы можем делать, а не давать пространству именно учителю, чтобы он совершал исцеление. Вот это один из выводов, который мы должны делать из этого рассказа. Вот когда апостолы спросили, почему они не смогли совершить это исцеление, как я уже сказал, Господь ответил, что сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Но неужели сами апостолы настолько не умели молиться и поститься? Это все-таки, согласитесь, довольно странно. Они столько были с Господом и совершенно не умели молиться и поститься. Вот когда отчаянный отец этого отрока просит Господа и говорит, если что можешь, помоги нам. Вот Господь отвечает, по крайней мере, по синодальному переводу, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. Правда, в этом переводе есть что-то не совсем правильно, потому что Господь просто повторяет слова этого отца. То есть, раз отец сказал, если что можешь, Иисус ему отвечает, почему ты говоришь, если что можешь? То есть, почему сомневаешься? И дальше говорит, все возможно верующим. Итак, апостолы
по всей вероятности, умели молиться и поститься, но все-таки делали это не совсем правильно. Потому что, как оказывается, то, что нужно, это вера. И по всей видимости можно молиться и поститься, но без веры. Возможно, и с нами это происходит иногда, и потому мы ничего не получаем. Почему мы удивляемся, что вот мы столько просили у Господа и не получили просимое? Вот, может быть, именно потому, что мы просим, но просим без веры. Так, возможно, и во время поста, увы, есть такая опасность. Мы можем поститься и молиться, но без веры. И тогда, конечно, возникает вопрос, а что такое вера? А вот вера – это такая отчаянная, как молитва, вопль отца этого отрока бесноватого, который говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». То есть это доверие. «Верую и помоги моему неверию» означает: да, моя вера недостаточно сильна, крепка, но помоги, умножь ее. И Господь это делает и совершает это чудо. Вот что такое вера, друзья мои. И вот что такое молитва. Главная молитва – это именно вопль этого человека. «Веру, Господи, помоги моему неверию». Итак, друзья, давайте в оставшееся время Великого Поста будем именно так молиться, как отец отрока бесноватого. «Веру, Господи, помоги моему неверию». И тогда может произойти чудо, что вот Господь нас берет за руку и поднимает нас, как Он это делал с этим отроком бесноватым. В общем-то, цель всего Великого Поста – научиться молиться и поститься, что, как мы видели, означает научиться иметь веру. А вера и есть вот это крайнее доверие Господу. «Веру, Господи, помоги моему неверию». Он нас берет за руку и поднимает нас.